Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Я живу и вяжу в городе Буэнос-Айрес. И в этом влоге я вам покажу мои новые проекты, новые покупки и уже новые изделия, которые я связала. И есть мастер-класс на этом канале. Так, смотрите, я сижу вот в таком красивом, замечательном свитерочке. Связан. Это паутинка, но это не паутинка, так как это довольно-таки плотная вязка по сравнению с паутинками, но из пряжи, которые вяжут паутинки. То есть кид мохер на шелке. Я эту пряжу купила в Ирландии. Там куча магазинов красивых с пряжей. Есть эти видео у меня на канале. Вот, поэтому вот эту красоту, вот эту я купила там, в магазине Spring Wools. Там, где продает Donegal Tweed и все такое. Ну, в общем, я когда зашла в этот магазин, просто счастью не было предела. Хотя большая половина пряжи там это все-таки акрил. Меньшая половина пряжи, вот она натуральная, все как мне нравится. Я не против акрила, но это акрил с чем-нибудь. То есть может быть 50% акрил, 50% шерсть, но просто акрил мне не нравится. Значит, смотрите, этот свитерок есть у меня мастер-класс на канале. Это реглан погон со всеми расчетами, как я вяжу, на мой размер XL. Но вы на свой размер также сможете связать прекрасно, так как все расчеты там есть. Реглан погон. У меня здесь две регланные линии. Вот, свитерок связала из 3 моточков. Каждый моточек по 50 грамм. Вот что у меня осталось. Не знаю, грамм 20 здесь, может быть 10, 15. Ну, в общем, скажем так, 150 грамм ушло на свитерок XL. Вот он, длинные рукава. Я человек большой, 1,77-78 м ростом. Поэтому вот так. Видео, ссылочку на это видео я оставлю в описании. Проходите, смотрите, вяжите. Мне очень нравится. У нас сейчас как раз в Буэнос-Айресе, в Аргентине, зима. Да-да, у нас зима. И 10 градусов, 12 днем, ночью бывает еще меньше. Было вот как-то потепление, потеплело градусов 20 было, но сейчас опять похолодало. Ну, в общем, короче говоря, такие вещи в Буэнос-Айресе сейчас как раз, мне кажется, очень кстати. Дальше. Следующее. Смотрите, я вяжу сейчас, что я вяжу, вот такой красивый свитерок, также из пряжи, которую я купила в Ирландии, это уже в другом магазине, там в центре Дублина. Пряжа дорогая, 500 грамм мне обошлось 120 евро. Вот, это у нас, сейчас я вам скажу, вот оно у меня здесь. Так, значит, пряжа вот такая. 55% Baby Alpaca, 35% Cotton Organic и 10% Fine Merino. Меринос 10%, альпака и хлопок. Пряжа очень похожа, как я представляю себе, на Drops Air. К нам, кстати, в Буэнос-Айрес из Drops Air нельзя заказать, пока доставки нету. Я бы заказала с удовольствием Drops Air, но приблизительно вот такого типа пряжа. Вот она. Я вяжу, начинала вязать спицами номер 5 поворотными рядами, росток вывязывала, затем продолжила вязать спицами 5,5. Сколько у меня еще моточков осталось? Раз, два, три, четыре, пять, 6 моточков. Вот такую проектную сумку я тоже купила в Ирландии. Когда ездила, сестричка мне все подарила. Спасибо. Итак, вяжу, значит, такой свитерок, реглан, сверху вниз, на мой размер, но... Друзья мои, я даю все расчеты, как я выполняла. У меня моя система. Я такую систему еще ни у кого не видела. Может быть, она есть, я не знаю. Но я себе так придумала. То есть ничего нового, но и там есть своя система, как я рассчитываю все эти петли. То есть проходите, когда выйдет мастер-класс, он еще не вышел. Я еще не закончила, но мне осталось 10 рядов. И я буду уже соединять рукава, то есть отсоединять
отсоединять, присоединять спинку к переду. И буду уже вязать рукава отдельно и тело отдельно. Посередине у меня вот такой красивый узор. Смотрите. То есть, соответственно, после ВТО пряжа, все петельки расправятся. Я вязала образец, и он у меня немножко схлопнулся, так скажем. То есть была ширина на 22 петли 13 сантиметров, стало 12, поэтому как бы свитерок я вяжу немножко побольше, но затем я надеюсь... Ой, микрофон у меня здесь тянет всю мою красоту. Но затем, я надеюсь, все это будет того размера, которым я задумала. Начинаю я здесь с наборного края, открытого наборного края. Вот. И вот такой у меня проект ожидается на канале. Дальше. Хочу рассказать вам о моих покупках. Значит, у меня муж ездил недавно в Америку на пару недель. Я оставалась дома. Я уже ездила в декабре. И я заказала некоторые вещи. Значит, у нас в Аргентине немножко проблематично заказывать. Вернее, заказать можно, но очень большие налоги. Да, то есть на доставку, пока дождешься, пока все налоги заплатишь. Поэтому как бы, ну, такое. И почему бы не заказать, да? Так, первое, самая классная, громадная вещь, это вот такая машинка для перематывания пряжи, да? Вот она. Мне она очень понравилась. Вот она металлическая, она классная, она не дешевая, но кто мы такие, чтобы покупать дешевые вещи, да? Особенно все, что касается вязания. Если это возможно, почему бы и нет? Девочки, мальчики, покажу вам эту машинку вблизи. Вот она прикручивается к столу. Вот такая марка. Ищите в интернете. Я покупала на Amazon. Сделана она из металла. Очень крепкая конструкция. Мне очень понравилась она еще тем, что здесь можно сматывать вот такие большие кейки. То есть она высокая, поэтому большие кейки, не маленькие. Есть некоторые машинки, которые мотают вот такие кейки и намного больше обрывов нити, поэтому эта машинка мотает, вот смотрите, огромные. И также вся прелесть в сматывании пряжи в такие кейки. Вот смотрите, какая красота, как классно вязать. То есть вы просто тянете нить, вот она тянется, раскручивается, и получается вязать очень классно. Клубки не валяются по всему дому. В общем, мне нравится. Также мне еще не хватает держателя для пасм, для того, чтобы сматывать их. Но не так много я покупаю пряжи в таких пасмах, поэтому пока так. У меня есть пару таких коробок с вот такими клубочками, и мне кажется, что немножко можно организоваться и перемотать все в такие кейки. Вот еще одна коробка, которую я всю перемотала. Мне кажется, так намного лучше. Во-первых, видно все. Да, вот смотрите, что у нас здесь имеется. Вот. Во-вторых, все более организовано. Входит больше пряжи. Поэтому вот такая красота. Значит, мой муж был в магазине, включил камеру, я говорю, пойди сходи там в тот отдел, где продаются косметички. Вот. Guess. Она стоила около 20-25 долларов. Такая огромная. Но так как у меня косметичка есть, я не очень пользуюсь косметикой. То есть я не крашусь каждый день. Косметики у меня не так уж и много. Косметичка у меня есть, но я захотела себе вот такую сумочку. Открываем. И здесь, конечно же, я буду хранить всякие штуки для вязания. Что еще я, значит, заказала? Вот такие маркеры. Сейчас я вам все поближе покажу. Обычные маркеры, которые мои самые любимые. Вернее, мои самые любимые, которые не мешают, когда мы вяжем, это маркеры, сделанные с ниточки. Да? То есть вы берете нить контрастного цвета, чем ваше вязание, завязываете такие маркерочки, делаете. Очень удобно. Но, тем не менее, вот эти маркеры мне очень нравятся.
Еще я заказала вот такие интересные, смотрите, котики прелестные, маркеры. Здесь 14 маркеров, разные котики. И они подходят для спиц до номера 8. Вот. Для 8 прекрасно. Дальше уже затруднительно. Смотрите, какая прелесть. Вот такие маркеры в виде сов. 6 маркеров. Очень-очень мне понравился дизайн. Смотрите, какие. И одни из моих любимых маркеров. Мне очень нравятся вот такого плана маркеры. Они удобные, они невесомые. При вязании они не мешают. Также идут разных цветов. У меня такие маркеры есть, но они уже начали немножко портиться. С них начала сходить краска. Вот такие новые, экономичные, очень недорогие маркеры. Тоже покупала на Амазоне. Я заказала ему на Амазоне вот такую шикарную подставку для пряжи. Смотрите, эта бобина весит килограмм. Да, и вот, то есть я заказывала большую, огромную, массивную, такую, чтобы подошло для всего. Вот такая бобина. И также, естественно, можно использовать для вот таких клубочков. Также я вам покажу. Так, смотрите, вот. Не красота ли? Мне кажется, мечта любого человека, который вяжет. Мне нравится. Надо было 2 купить. Или 3. Также подходит вот для таких моточков. В этом, так сказать, косметичка, да? В этом чемоданчике я храню, пока положила пряжу, которую я еще не смотала. Я ее привезла из Ирландии. Альпака, носочная пряжа. Очень жалко ее тратить на носочки. Я не знаю, что я из нее свяжу. Вот здесь у меня ниточки. Ну, в общем, короче, еще вот эти The Lang Pilots. Очень известные. Сейчас я вам покажу. Вот такие, смотрите, с пайетками, розовенькие. У меня, кстати, есть еще, я эти пайетки покупала для шарфика. Знаете, сейчас модные вот эти шарфики. Есть, я смотрю одну девушку, она вяжет на продажу шарфики из таких. Она живет в Америке, вяжет на продажу шарфики из такой пряжи. У нее, кстати, есть один мастер-класс бесплатный тоже, как вязать шарфик. И, не знаю, голубой, может, я и свяжу для себя, да. А розовый у меня есть пряжа. Вот у меня в таком мешочке, который мне подарила сестричка, хранится пряжа. Это тоже я покупала в магазине в Ирландии. Магазин Spring Walls. Lang Yarns. Такая Zen. Значит, это у нас 35% меринос, 35 альпака и 35 шелк. Это просто какая-то нереальная красота. Я хочу связать что-нибудь. Вот пайетки и такая пряжа. Я даже не знаю, может быть, пустить одну полосочку просто вот из этой пряжи и одну полосочку с пайетками. Так как если соединить, мне не хватит пайеток. У меня только один моточек. А этой пряжи я купила 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот таких моточков. Каждый по 25 грамм. Вот. Так что посмотрим, какую красоту я свяжу. Розовый. Меня в последнее время тянет на розовый цвет. Я не знаю, к чему это. Вот даже меня этот мой чемоданчик такого красивого, смотрите, он розовый и светло-коричневый. Очень красивый. Если у вас есть какие-нибудь вопросики, пишите. Буду отвечать. На этом все. Увидимся в моих следующих видео. Всем пока-пока.